Приветствую подписчиков. Сегодня фильм «Тот, кто меня слышит». 2018 год. Автор сценария Даррен Лемке. Режиссер Кристофер Кентвелл. В ролях Аарон Пол, Дэнни Мерфи. Бюджет сборы не нашла. Сюжет. Десятилетний глухонемой мальчик Уэсли живет в Северной Дакоте с мамой, папой и младшей сестренкой. Учится в школе для глухих. Однажды, возвращаясь домой, он увидел на безлюдной тропинке раненого мужчину. Он побежал к отцу. Они вернулись, но никого уже не было. Потом вечером он с фонариком обнаруживает раненого в пролеске и на импровизированных санях тащит его в коровник. И он ухаживает за ним, кормит, поет, приносит медикаменты, они подружились, играли в шашки. В процессе мужчина узнает, что мальчика обижает в школе одноклассник. Он помогает ему советами, учит его, как дать отпор хулигану. Однажды мужчина обронил, что где-то далеко у него есть дочь. Как было бы хорошо, если бы они жили втроем. Он, Уэсли и дочь. Мальчик принял это за чистую монету. У Уэсли были хорошие отношения с мамой, но плохие с отцом, которого раздражала его глухота, и они друг друга не понимали. Если мать освоила язык жестов, то у отца такого желания не было. Мне так показалось, поэтому, наверное, он потянулся к чужому мужчине. Как-то к ним в дом пришел представитель полиции и в присутствии мамы стал задавать вопросы, касающиеся преступника, который принимал участие в ограблении банка, кажется. В финале преступника задерживают. Убивают ли его при задержании или нет, как-то непонятно. Мне показалось, что его предал друг, который должен был вывести его в безопасное место. Вот такой незамысловатый сюжет. Мне этот фильм рекомендовали. Я совру, если скажу, что на меня он произвел сильное впечатление. У меня было ощущение, что нечто подобное я уже видела. Но есть моменты, на которых хотелось бы остановиться. Твоего сына обижают в школе. Тем более он особенный, скажем так. Почему не пойти в школу и не решить эту проблему? Тем более, что обидчиком выступал какой-то ботаник, тоже, очевидно, глухой, да к тому же еще и в очках. Но это, в принципе, не важно. Значит, плохо видел. Вот мама приговаривает: ой, опять тебя этот обидел. И все, пусть дальше обижает. Пошла бы в школу, рявкнула бы на обидчика, а еще лучше заявление написала. И куда бы он делся с подводной лодки? Отец-то вообще никакой, от него помощи точно не дождешься. Меня поразило это, ж насколько мальчику было плохо в семье, или он просто так думал, что он готов был убежать с чужим мужиком, да еще и преступником. Дети же ничего не понимают. Одно дело изо дня в день иметь дело с глухонемым ребенком на протяжении 10 лет, а другое дело 2-3 недели поиграть в шашки, дать пару советов, как отбиться от хулигана, и ты уже лучший друг. А хороший человек разве пойдет убивать или грабить? Недавно смотрел интервью комиков-стендаперов. Один такой крепенький, спортивный, со всеми вытекающими, позиционирует себя быдлом, ну и шутки соответствующие. И он этого не скрывает. А другой интеллигентный и тщедушный, ну и шутит посерьезнее. И интеллигентный говорит, что не любит быдло, что всю жизнь борется с ними. Дословно не помню, но в таком духе. И что надо культивировать, здоровое тело или здоровый дух? Видимо, совместить никак не получается. В связи с этим вспоминается фильм Ларисы Шипитько «Восхождение», называется он. Двое партизан, кадровый военный рыбак, его играет актер Владимир Гостюхин. Ну, чтобы иметь представление, как он выглядит, он играл дальнобойщика с Галкиным в сериале. И учитель математики Сотников, актер Борис Плотников. А его вы могли видеть в фильме помощника профессора Преображенского в «Собачьем сердце». Так вот, эти, значит, два партизана попали в плен. Рыбак был кадровым военным, а Сотников был учителем математики. Так вот, крепенький кадровый военный сломался сразу же, предал всех и перешел на сторону немцев. А тщедушный интеллигентный учитель математики проявил такое мужество и погиб как герой. Выводы, как говорится, делайте сами. Вот. Но еще хотелось бы сказать, что ситуации, когда кого-то обижают, а он долго терпит, а потом что-то происходит, и он больше не хочет мириться с ролью обиженного. Я обожаю такие моменты. Зло должно быть наказано. Кстати, Дэнни Мерфи, который играет Уэсли, глухой в реальной жизни. Однако его расстройство намного сильнее, чем Уэсли, так как он не умеет читать по губам. На сегодня все. Всем здоровья и удачи. Подписывайтесь на канал.